Привет, любители BTS. Можно ли назвать день рождения праздником, если самые важные слова так и не произносятся? Когда улыбка на экране скрывает эмоции, более глубокие, чем кто-либо осмеливается признать? И когда одна короткая, почти незаметная реакция Чингука оставляет миллионы фанатов по всему миру безмолвными, заставляя их задаваться вопросами, которые одна лишь логика не может объяснить? Этот вопрос тихонько витал в сердцах фанатов с первой секунды дня рождения Тэхёна. День рождения обычно прост. Знакомый ритуал. Дата, которую ARMY давно считают моментом счастья, наполненным радостными публикациями, красочными фотографиями, смехом, поздравлениями и сообщениями, полными восторга. День, который должен быть легким, радостным и обнадеживающим. Но день рождения Тэхёна в этом году с самого начала ощущался иначе. Не было громких эмоциональных всплесков. Не было чрезмерной эйфории. Не было излишнего празднования. Вместо этого воцарилась тишина. Не пустая тишина, а тяжелая. Тишина, которая казалась преднамеренной. Как будто что-то важное было скрыто не для того, чтобы быть навсегда забытым, а чтобы его прочувствовали, а не объяснили. Фанаты почувствовали это сразу, еще до того, как смогли подобрать слова. Что-то изменилось, не только в том, что говорил Тэхён, но и в том, как он это говорил. Произошло едва заметное изменение в его тоне. Спокойствие, которое имело вес. Зрелость, которая ощущалась как тишина, задумчивость и глубокое осознание времени. За последние несколько лет Тэхён постепенно преобразился. Когда-то известный своей спонтанностью, игривой непредсказуемостью и яркими сюрпризами, он превратился в более задумчивого человека, того, кто понимает силу пауз, значение сдержанности и эмоциональное пространство между словами. И этот день рождения стал самым ярким отражением этих изменений. Тэхён поблагодарил своих поклонников. Он выразил благодарность. Он улыбнулся. Однако между этими моментами были паузы, которые нельзя было игнорировать. Эти паузы не казались случайными. Они казались преднамеренными. Словно полуоткрытые двери к эмоциям, которые не были предназначены для открытого выражения, но были достаточно сильными, чтобы их почувствовал каждый наблюдающий. Фанаты заметили мельчайшие детали. То, как Тэхён ненадолго опустил голову, прежде чем снова улыбнуться. То, как смягчился его голос, когда он говорил о времени, о том, чтобы остаться, о тех, кто остался. То, как его взгляд задержался на мгновение дольше обычного. Не было никаких драматических признаний. Никаких эмоциональных заявлений. Но именно в этом и заключалась сила. Потому что невысказанные слова часто несут больший вес, чем громкие. Многие ARMY начали чувствовать, что этот день рождения – это не просто взросление. Это был момент перехода. Тихое признание того, что прошло, того, что было дорого, того, что было понятно без слов. А затем, постепенно, внимание переключилось. Не потому, что Тэхён этого требовал, а потому, что реакция Чингука начала находить отклик. Чингук мало говорил. На самом деле, он почти ничего не сказал внятно. И все же его присутствие говорило о многом. В одном коротком взаимодействии Чингук молчал дольше обычного. Появилась улыбка. Затем исчезла. Затем вернулась, но другая. Не театральная улыбка. Невежливая улыбка. Это была улыбка человека, переживающего что-то эмоциональное. Давние поклонники знают Чингука как человека экспрессивного. Человека, чьи чувства часто проявляются через небольшие жесты, тонкие реакции и искренние выражения. Вот почему его молчание казалось таким громким. Оно имело вес. В социальных сетях ARMY начали замечать это не с сенсацией, а с искренним любопытством. Почему этот день рождения ощущался тяжелее обычного? Почему казалось, что происходит бессловесный разговор? Отношения между Тэхёном и Чингуком всегда были одной из самых захватывающих динамик в BTS. Они росли вместе.
от юных стажеров до мировых артистов. Они разделяли давление, критику, похвалу, неуверенность и ошеломляющий успех. Их близость никогда не исчезала, но ее форма эволюционировала. Иногда громко, иногда игриво, иногда тихо. И этот день рождения ощущался как кульминация одной из таких тихих фаз, когда эмоции не демонстрируются, а разделяются в тишине. Когда Чингук наконец отреагировал словесно, его слова были короткими и тщательно выверенными. Они ничего не объясняли напрямую. Они ничего не уточняли явно. И все же они открыли пространство. Пространство для интерпретации. Пространство для чувств. Многие фанаты чувствовали, что Чингук говорил с Тэхёном на языке, который понимали только они двое, языке, созданном на основе общей истории, личных переживаний и моментов, никогда не запечатленных камерами. Реакция ARMY была неоднозначной, но глубоко эмоциональной. Некоторые фанаты были тронуты, не понимая точно, почему. Некоторые испытывали грусть, не понимая ее источника. Другие пересматривали отрывки, переигрывали отдельные моменты, анализировали выражения лиц, не для того, чтобы создать драму, а чтобы понять эмоциональный подтекст. Это не было мгновенным ощущением. Это была эмоция, которая развивалась медленно. Как понимание, приходящее после размышления. День рождения вызвал более широкую дискуссию о том, как участники BTS сейчас находятся на разных этапах жизни. Они больше не подростки, впервые открывающие для себя мир. Они – личности, сформированные временем, давлением, ожиданиями и личностными изменениями. В этом контексте молчание не всегда означает избегание. Иногда это защита. Защита чувств, которые слишком ценны, чтобы их упрощать. Защита отношений, которые больше не нуждаются в публичном одобрении. Тэхён всегда выражал эмоции через искусство, музыку, визуальные образы, атмосферу, а не через прямые заявления. Этот день рождения ощущался как продолжение этой философии. Ничего не было сказано прямо. И все же все ощущалось. Чингук повторил этот подход. Он не пытался объяснить свои чувства публике. Он не направлял повествование. Выбрав молчание, он позволил моменту говорить самому за себя. В мире развлечений, требующем мгновенной ясности и постоянных объяснений, этот выбор стал очень важным. Молчание здесь не было пустотой. Оно было наполненностью. Культурные наблюдатели начали рассматривать этот момент как пример того, как BTS отдают предпочтение эмоциональной подлинности, а не показной игре. День рождения превратился в коллективное размышление не только о возрасте, но и о совместном эмоциональном пути. ARMY интуитивно это поняли. Не было требования ответов. Только сочувствие. Многие фанаты писали, что чувствовали себя так, будто взрослеют вместе с Тэхёном и Чингуком. Что тихие, сдержанные эмоции казались глубоко человечными. Не было драматической кульминации. Не было момента, когда на все вопросы были бы даны ответы. И, возможно, в этом и заключался смысл. Не все эмоции нуждаются в объяснении. Некоторые нуждаются лишь в признании. Когда день закончился, фанаты остались без четких ответов, но, как ни странно, они не почувствовали разочарования. Вместо этого воцарилось спокойствие. Ощущение себя свидетелями, а не судьями. Чувства, а не требования. День рождения Тэхёна в этом году запомнится не празднованием, а молчанием. Невысказанными эмоциями. Одной простой реакцией Чингука, которая глубоко тронула сердце. В этом молчании фанаты нашли отражение самих себя, в чувствах, слишком сложных, чтобы их назвать, в отношениях, которые не требуют слов, и в эмоциональной зрелости, приходящей с возрастом. Возможно, в этом и заключается самый глубокий смысл этой годовщины. Не в том, что было сказано, а в том, что было прочувствовано вместе. Момент, который не кричал о внимании, но тихо задержался в сердце.
Напоминание о том, что иногда самые сильные эмоции рождаются из молчания, понятого вместе.